Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Мои домашние хлопоты», и сегодня мы с вами приготовим медальоны рыбные под шубкой из кабачка. Для этого нам понадобятся сами медальоны. Они у меня были готовые. Вот такие медальончики. Я их купила в магазине уже готовые. Луковица, сыр, помидоры, кабачок, красный и черный перец и, конечно, соль. Все я вам назвала. Приступим. Медальоны разложим в противень. У меня медальоны из хека. Если нет медальонов, можно воспользоваться любой рыбой, какая вам больше нравится. Далее подготовим кабачок. Отрезаем кончики. Но этот кабачок я все-таки почищу, несмотря на то, что он молоденький. Мне не нравится его шкурка. Дальше мы его нарежем. Нарежем мы его колечками. Подготовленные кабачки пока сложим в тарелочку и слегка присолим. Пусть они нас немного подождут. А сами в это время займемся луком. Давайте порежем лук. Лук готов. Берем наши медальоны, слегка посыпем солью. Я все-таки натру рукой. Конечно, боюсь нарваться на возмущенные возгласы, но мне так удобнее. Есть я это буду одна. Дальше посыпем слегка красным и черным перцем. Ну, тут на ваше усмотрение, кому сколько нравится. Я не больно любитель острых ощущений, поэтому красного перца у меня будет немного. И черным душистым. На подготовленную поверхность разложим лук. Можно было, конечно, нарезать кольцами, но у меня лук не очень равномерный, поэтому я сделала полукольца и добавляю с другой головки. Дальше разложим на все это кабачок. Порежем кольцами помидор. Если у вас есть желание, можете его сначала обдать кипятком и потом снять шкурку. Но я этого делать не стала. Мне как-то вот он
У меня помидоры очень же такие слабенькие. Мне вот одного мало. Помидор готов. И разложим его на кабачок. Сверху на помидор разложим еще кабачок. Кабачки мы уже с вами подсаливали, поэтому слои я не солю. А рыбу мы с вами посолили и поперчили. Для любителей острых ощущений вы можете поперчить еще. Я не очень люблю это. Далее нарежем сыр. Возьмем кусочки сыра и накроем всю нашу красоту. Вот такая красота получилась. Сыр нужно брать таких сортов, которые легко плавятся в духовке. И сейчас мы это все отправим в духовку на полчасика на температуру 180 градусов. Прошло полчаса. Вот такая красотень у нас с вами получилась. Замечательные такие стажки, рыбные, под кабачком и помидором. Приятного вам аппетита, кушайте на здоровье и приходите ко мне еще на канал. Будем вместе готовить и смотреть всякие интересные вещи. До свидания, до новых видео.